Перед тем, как мы приступаем к работе, когда вы набрали на нить бисер, ну, можно посмотреть, нет ли брака, потому что бывает даже в качественном бисере есть все равно какой-то брак. И для того, чтобы не снимать все с нити, мы берем и просто ломаем его. Желательно, конечно, делать это не над тканью, потому что все эти осколочки остаются над тканью. И если мы, например, купили бисер на нити, и нам нужно э, сделать так, чтобы весь бисер перешел на катушку, мы тогда связываем две ниточки и перемещаем его на нить катушки. То есть не надо его снимать с нити, заново набирать на спиннер. Итак, вышиваем рубкой по квадрату. Я вам покажу вышивку тремя разными материалами. Это у меня итальянский бисер, итальянская рубка. И вы потом увидите, как смотрится вышивка, когда у нас изначально не совсем ровная рубка, не такая качественная, например, как будет вышивка Мацуну. Специально показываю для того, чтобы вы могли потом сравнить. И в вышивке квадратов, треугольников мы особое внимание обращаем на углы. Обратите внимание, что мы доходим до угла и делаем шаг немного назад в сторону, для того, чтобы бусинка следующая у нас легла ровно. И смотрите, я делаю небольшой шаг вперед, потом шаг вверх и иду вниз потом. Здесь точно так же. Шаг вперед, потом шаг немного назад и потом только пришиваю бусинку. И вместе стыка линий будьте внимательны, чтобы не съезжало у вас. Там практически делается узелок на узелке. Теперь мы еще рассмотрим углы в треугольниках, тоже как они выглядят. В принципе, это практически тот же вид, как и в квадратах.
Вот мы доходим до верху, делаем маленькую закрепочку прямо. И смотрите, если мы сразу пойдем вниз и добавим бисер, то угол получится свободным, без бусинки. Поэтому нужно сделать шаг вверх, наоборот, немного в сторону и вверх. И тогда у вас бусинка ляжет прямо ровненько, красиво, создав хороший угол. Вот так в итоге получается. Выглядят углы, но видно, что сам бисер неровный. И смотрится это неаккуратно. Даже если вы будете очень прямые строчки делать, все равно у вас с такой рубкой будет гулять строчка. Теперь рассмотрим, если у нас качественная рубка, как будет работа выглядеть с качественной рубкой. И здесь также обращаем внимание на углы. Я делаю маленькую закрепку. И для того, чтобы вывести в линию, я делаю немного шаг в сторону. Совсем небольшой. Вот вы видели, что там был сделан сильно большой шаг. И тогда мы бы ушли с ровной линии. Поэтому его нужно сделать совсем маленьким. Если вы его не доведете, тоже у вас тогда съедет линия. Здесь я довожу до линии, делаю маленькую закрепку, и вот хорошо видно, что я делаю немножко шаг назад и дальше иду вперед. И если мы сделаем большой шаг назад, можем перетянуть. Если сделаем совсем маленький, может ткань уехать, и угол тогда съедет. Поэтому здесь нужно постоянно контролировать и смотреть, какой угол у вас получается. Съехал он, не съехал он. И здесь очень индивидуально. Я не могу сказать, что здесь есть какой-то один
рецепт и какое-то одно вот правило, э, как, как нужно сделать, потому что мы не всегда можем рассчитать, сколько места у нас останется до линии между бисером. Вот нужно сделать еще шаг назад, получается, здесь, потому что если мы не делаем его нормального размера, то бисер съезжает, и угол получается нечетким, он получается съехавшим. То есть край вашей бусинки должен стать в один ряд. И здесь я использовала стеклярус 3 миллиметра Toho. Он совсем ровненький, один в один. И мы посмотрим, как углы формируются, когда мы вышиваем стеклярусом. Здесь все получилось ровненько, хорошо, прям до линии осталось как раз пространство, что мы легко можем положить следующую палочку и продолжить. Но дальше будет видно, как поступать в тех случаях, когда остается или слишком большое расстояние, или мы перешагиваем линию. Что делать тогда в таких случаях? И вот смотрите, мы дошли вниз. Здесь остается большое расстояние до линии. И вот если мы с вами начинаем двигаться в сторону, то линия у нас получается закончится не стык в стык. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть.
И вот видно хорошо, что линия не получилась ровной. Такой угол нам не подходит. Мы все распускаем. И что нам нужно сделать, это просто немного делать больше шаг, совсем не намного, буквально на 1-2 миллиметра. Делаем дальше прокол. И тогда вот это расстояние, которое у нас было свободно до линии, оно уйдет. Вот смотрите, оно полностью ушло. Как раз остается на холостую петельку и на разворот ряда. И давайте теперь посмотрим, что получилось на лицевой стороне. Вот такие уголки получаются. Можно сразу, да, увидеть сравнение качественного и некачественного бисера, как это все смотрится. Как бы вы ни старались аккуратно сделать углы с некачественным бисером, хорошие дорожки красивые, у вас этого не получится. От материалов зависит очень многое. Теперь давайте посмотрим, как мы делаем углы, когда вышиваем с подачей материала сверху. Принцип остается таким же, точно как и при подаче материала снизу. Единственное, в стеклярусе я вам покажу еще один вариант уголка, как можно его сделать более аккуратным и незаметным.
И здесь мы делаем стандартный уголочек. Точно так же, как и во всех предыдущих вариантах. А следующий мы сделаем немного по-другому. И вы увидите, насколько он получается аккуратным, без лишних узелков, ниток. Но его делать немного дольше. То есть, смотрите, если мы переведем так, у нас останутся в углах нитки. Вот такой вид получается, не очень красивый. Поэтому мы оставляем петельку. Делаем небольшую затяжечку и уводим эту петельку на изнанку. И переводим уже потом эту же петельку на лицевую сторону, в то место, где нам нужно начать следующую строчку. И как вы видите, что угол получается очень аккуратным и ровненьким.
При работе с с круглым бисером угол мы делаем точно так же. То есть если вы видите, что угол у вас съехал, точно так же возвращаемся обратно и делаем еще дальше немного закрепку, чтобы бусинки стали в один ряд.
Итак, в итоге у нас получилась вот такая вышивка. Вы можете увидеть и сравнить варианты вышивки разными материалами и с подачей материала сверху, с подачей материалов снизу. Как вы видите, разницы особой нет. Видно, что углы получаются что при подаче материала сверху, что при подаче материала снизу одинаковыми. Вы просто выбираете ту технику, которая вам более удобна.